Само понятие мосты появилось сравнительно недавно, но уже сегодня многие разработчики отказываются от их использования, считая небезопасными. Конечно, некоторые протоколы подобного типа действительно недоработаны в данный момент, из-за чего могут возникать проблемы с безопасностью. Однако, это проблемы отдельных протоколов, которые в дальнейшем могут быть устранены их разработчиками, а не мостов в целом. При наличии некоторых недостатков, к примеру, невозможности связать сразу несколько блокчейнов в единую неразрывную сеть, мосты остаются вполне приемлемым вариантом, если нужно объединить две цепочки данных для обмена информацией. Некоторые из них в достаточной степени децентрализованы и защищены от атак злоумышленников. Axelar и функции моста. Известный кросс-чейн проект часто предлагают как альтернативу, которая полностью заменила бы мосты. Технологии Axelar действительно позволяют передавать информацию из одной цепочки в другую, не прибегая к помощи третьей стороны. Это удобно для пользователей, а создателям приложений позволяет использовать преимущества сразу нескольких блокчейнов при разработке. Однако стоит отметить, что Axelar можно использовать с той же целью, с какой обычно используют мосты, для обычного и безопасного обмена одних токенов на другие и обмена данными. С технической точки зрения протокол работает иначе, чем большинство мостов, привязанных к определенной системе и отдельному блокчейну. Но по сути результат его использования тот же, активы одного типа исчезают со счета пользователя, а вместо них появляются другие. Либо данные из одного формата конвертируются в другой, в зависимости от того, что именно нужно в данный момент. Чтобы сообщество могло ощутить разницу уже сегодня, разработчики выпустили собственное приложение под названием Satellite. В данный момент у Dapps Satellite есть собственный сайт, где размещена вся информация о приложении. Уже известно, что это веб-приложение, созданное на базе Axelar, которое представляет собой мост с повышенной безопасностью. У него простой и удобный интерфейс. Приложение могут использовать опытные инвесторы и новички, которые только знакомятся с блокчейном. Но насколько этот мост безопасен на самом деле? Чтобы развеять сомнения, стоит разобраться в том, как и за счет каких технологий становится возможной передача активов и других данных между цепочками. Веб-приложение на базе Axelar использует все преимущества этого протокола. В результате мы получаем мост, который полностью децентрализован. Он не связан с каким-то определенным блокчейном, а значит третьи стороны не могут повлиять на передачу активов. Они никогда не будут заблокированы или потеряны. Абсолютно универсален. Axelar всегда работает по одному и тому же принципу, вне зависимости от того, какие две цепочки нужно объединить для передачи активов. Это означает, что работа моста будет одинаково эффективной для любых пар, позволяет настроить маршрутизацию и перевод сообщений между экосистемами. Использовать этот мост и внедрить его в свое приложение сможет любой разработчик. Разработчики Axelar считают, что большие проекты начинаются с малого, и запуск Satellite – это отличная возможность показать, на что способен их децентрализованный протокол. В данный момент приложение с простым интерфейсом заточено под единственную базовую функцию – обмен токенов одного блокчейна на токены другого. Сейчас Satellite можно запустить в формате тестовой сети, и пользователю на выбор будут предложены несколько цепочек – Avalanche, Cosmos Hub, Crescent, Ethereum, Yemani, Phantom, Juno, Moonbeam, Osmosis, Polygon и Terra 2.0. Это уже довольно много, но в будущем их число вырастет. Чтобы сделать перевод и убедиться, что тестовая сеть работает, можно воспользоваться алгоритмом в формате видео или статьи. В них разработчики подробно рассказывают, как конвертировать одни токены в другие, подключив один из трех доступных на данный момент кошельков. Пользователи могут выбрать из готовых пар с уже выставленными настройками, либо вводить данные самостоятельно. Когда пара сформирована, они увидят минимальную сумму перевода и комиссии за транзакцию, примерное время ожидания. Затем можно будет ввести желаемое количество токенов и адрес кошелька, чтобы завершить перевод с помощью смарт-контракта. Но что насчет безопасности? Ее гарантом в данном случае выступает как раз таки сам универсальный протокол Axelar, порог безопасности которого установлен на отметке 90%. Одна из его главных задач – обеспечить защиту и нечестную
честного большинства и высокую устойчивость сети. Для этого используются различные инструменты, среди которых атрибуция вины. Она позволяет вычислить и исключить злоумышленников до того, как они нанесут пользователям ущерб. Схема подписи также безопасна в параллельных условиях, когда 2 и более экземпляров алгоритмов генерации ключей и подписи используются одновременно. У протокола также есть надежные резервные механизмы, которые защитят пользователей, если в работе основных произойдет сбой. Глядя на все это, можно с уверенностью сказать, что созданный на базе Axelar мост гораздо более безопасный, чем многие аналоги, которые служат для связи двух блокчейнов.